Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто проживает на дне океана? Приветствую всех, дамы и господа. Сегодня у нас самый постный обзор на самый постный ноутбук, который вы только можете себе представить. Представляем вашему вниманию Huier Vape D16. Самый базовый и самый стандартный аппарат. Своими задачами он просто прекрасно справляется. Офигительно стоит на фоне сливного канала и офигительно чешет вам ноги. А еще он работает, к сожалению. А если честно, если убрать все шутки, то этот обзор был бы абсолютно никому не нужен и не интересен. Даже мне. Потому что главный герой этого обзора... Он вроде бы обычный парень, Ваня, что в его душе никто не знает. Без будильника проснулся. Самый обычный ноутбук, без каких-либо интересных фишек и каких-то супер жестких изъянов, чтобы его прям засирать. На борту ноутбука, который попал мне в руки, стоят 8 заряженных жестких гигов оперативной памяти. И i5 12 поколения, естественно, урезанный просто в жопу с приставкой аж. Конфигурация во какая для работы в офисе, ну и... браузерные вкладки потянет. Конечно, можно и видосик интересный смонтировать, и музыку на нем попробовать написать, но прям супер гигантские и серьезные проекты, естественно, он не потянет. Поговорим немного о минусах. Тачпад. Я думаю, ожидаемо, потому что практически во всех ноутбуках, в которых стоит Windows, тачпад обычно не является чем-то сверхъестественным и очень удобным. В общем, тут, конечно, полный комплект. Как говорится, оформляйте живчика. Он тебе и скрипит, и проминается ноутбук чуть ли не под себя, как только ты на него жмешь. Но если исключать всю иронию, то он просто неудобный, и им просто не очень хочется пользоваться, даже за 50 тысяч. Если вы впервые пользуетесь тачпадами, то в целом он вам пойдет. Но если вы уже пользовались нормальными тачпадами в MacBook, или Windows ноутбуках от 100 тысяч рублей, то пользоваться этим вы уже не захотите. Лично я на этом ноутбуке пользовался либо мышью, либо клавиатурой на крайняк. Но сейчас, конечно, придут диванные эксперты и напишут мне, где раки на тачпад нажимают. А вот из плюсов хочу выделить все материалы, из которых сделан ноутбук. Не знаю, насколько качественные, но в целом пользоваться ноутбуком и ощущать его в руках приятно. А еще аппарат очень тонкий, в толщину чуть толще, чем мой телефон. Экран вполне себе достойный, засветов никаких не обнаружил. Единственное, что ему не хватает 120 Гц, это была бы прям вообще конфетка, но имеем, что имеем. Клавиатура, честно сказать, самая приятная из бюджетных ноутбуков, которую я вообще когда-либо трогал. Обычно клавиатурой на ноутбуках не хотелось пользоваться, и я всегда подключал свою клавиатуру, которая тоже не очень, но гораздо лучше, чем та, что в ноутбуках. Но естественно, это все мнение субъективное, и кому-то эта клавиатура может вообще не понравиться. Звук с динамиков очень даже добротный, учитывая стоимость ноутбука. На нем комфортно будет работать и без наушников, на колонке. Конечно, как колонку он работать не будет, но с кайфом посмотреть видосик на ютубе или послушать какую-то музыку чисто на фоне вы сможете. Лично я не ощущал сильного перегрева при работе, но при этом я и не нагружал процессор прям супер сильно. И по идее перегрева в целом не должно быть, так как у процессора ТДП 45 Вт. Но много кто реально жалуется на перегрев устройства. Не забываем, естественно, что это ноутбук и у него свои причуды. Если подводить некоторые резюме, Huawei MateBook D16 отличный ноутбук для работы и каких-то офисов. Он может быть в обиходе у какой-нибудь семьи, но чтобы работать на нем над чем-то более масштабным, нужен, конечно, более мощный ноутбук. А так ноутбук идеален для людей, которым не нужна супер мощная видеокарта, процессор или куча оперативной памяти. Нужно, чтобы ноутбук был просто приятным, на нем было удобно работать и он не лагал. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравился мой контент, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки. До скорых встреч!